Вот ведь жопа! И что мы теперь будем делать? Что мы будем делать? Я скажу тебе, что мы будем делать. Мы будем решать, что будем делать с этим предателем. Я надеюсь, ты осознаешь, что именно ты виноват во всей этой хрени. Ты спасал меня не один раз, и я очень благодарен. Но назови хоть одну причину не разбирать тебя на запчасти сейчас. Я помогу вам в битве с хаосом. Я, как никто другой, осведомлен о природе темных сущностей. Я создан для того, чтобы сражаться с ними. Действительно? Мне казалось, что ты был создан раньше, чем Эггман связался с хаосом. Вообще-то, неважно. Мои знания и навыки помогут в борьбе с ними. Ну что скажешь? Он как-никак спас мне жизнь несколько раз. Я не могу просто уничтожить его. Ну, я даже не знаю, что может быть круче, чем машина для убийства темных сущностей, которую контролирует темная сущность. Только машина, которая пыталась уничтожить Shadow, но при этом уцелела. Я бы показал тебе респект, если бы моя рука сама по себе не сжималась в факт. Я в долгу перед тобой, но я не могу больше тебе доверять. Мы будем следить за тобой, и в случае чего... Я не смогу поднять на тебя руку. Зато он сможет. Имей это в виду. Так что, мы нашли это несуществующее озеро? Получается, что так. Теперь мне понятно его название. Ну ладно, и что дальше? Остров ты угробил, наше доверие просрал, доброе имя хаоса прославил. Ау, ты еще тут? Похоже, он того заглючил. Избавиться от него? Он направился на остров Ангелов. Че? Вышка передала изумруды хаосу. Теперь он собрал все 7 и достиг совершенной формы. Он уже громит остров Ангелов. Тогда нам нужно немедленно туда. Интересно, как это? Машина, на которой я прилетел сюда, теперь покоится где-то в глубинах маленькой планеты. Вплавь? Я довезу вас. Серьезно? А ты даешь расписку о том, что у тебя не бомбанет в пути и ты не сбросишь нас в океан? Предлагаю вам посидеть и подумать над тем, какими вариантами вы обладаете. Увы, но он прав. Мы безнадежно застряли здесь, и он наш единственный шанс вернуться, прежде чем хаос разгромит там все. Бесперспективняк. Ладно, уболтали вы меня, но знай, Shadow, если он что-нибудь выкинет, виной будут твои щенячьи глаза. Но я хочу ехать на голове, чтобы ветер такой мне в лицо, и я такой крутой, и все такое. Полетишь на спине. Не нравится? Ищи другие авиалинии. Ну и ладно, злюка. В бесконечности далее. Что такое? Мне кажется, я это уже где-то видел. Ты что делаешь? Даже не смей, ты слышишь меня? Ты что-то еще вспомнил? Да, кажется, я пытался взорвать 4-й сектор. Что? Как? Я пытался запустить ядерные ракеты Эггмана в 4-й сектор. В Эми.
Похоже, она тебя серьезно достала. И самое страшное, я не помню даже, чем она меня так достала. Почему я пытался ее убить? Наверное, я знаю. Кажется, я понял кое-что. Тейлз говорил, что подобрал тебя в 4-м секторе только 7 месяцев спустя после того, как вы разминулись. Но со слов Эми, вы пробыли вместе гораздо больше. Что ты хочешь этим сказать? Омега сказал, что этот остров как бы дрейфует во времени. Двигается то вперед, то назад. Может быть, вы с Эми прожили на этом острове не несколько месяцев, а несколько лет? Если все эти годы она швырялась в него молотками, то неудивительно, что он решил закидать ее в ответ ракетами. Я сделал бы это, если бы Тейлз меня не остановил. Но погодите, почему я тогда всего этого не помню? Почему никогда Тейлз не вспоминал мне этого? Я бы не захотел это вспоминать. А что если он именно так и сделал? Что сделал? Он же ведь воссоздал тебя, с памятью твоей что-то мутил. Вот он и помог тебе забыть все это. Видимо, удалить твои воспоминания он не смог, но вот подавить их... Тейлз, дружище, если ты еще жив, я найду тебя и отвешу тебе здоровенного леща. Эй, штурман, долго нам еще лететь до острова Ангелов? Около суток. Что? Какого хрена? Почему так долго? Блин! Вот отстой. Это За что я капец плачу просто. деньги? А тем временем мы можем предложить вам просмотр мультипликационного сериала «Работник X». А пивасы стюардессы будут? Нет. Похоже, это был последний. Подруга, тебе нехило досталось. Ну-ка, сядь. Даже не думай возражать. Садись, я тебя подлечу. Так, может быть, в этих коробках будет что-то полезное? Блин, ничего полезного тут нету. Только эта штука. Кажется, Эгман назвал ее радио. Кто знает, может быть, мы сможем найти в нем что-нибудь интересное. Я сгоняю к лабиринту, поищу каких-нибудь лечебных водорослей. Хлорогон вроде бы там растет. Постарайся не двигаться, ладно? Я понятия не имею, сломано у тебя что-нибудь или просто ушиб. Бывай. Максимальный уровень опасности. Контроля. Перевести батарею. 2. Направить все отряды к противнику. Максимальный уровень опасности. Хаос вышел из-под контроля. Перевести батарею к точке ТО-2. Направить все отряды к света к противнику.
Паладины, в атаку! Ладно, бойцы, переходим на прямое управление. Ну, Хаос, погоди. Атакуем его с двух сторон, так у нас будет шанс. Нам не страшен мерзкий Хаос. Нас полсотни, а он... О, нет, тебе не удастся нас обхитрить. Мы быстрее и ловчее. Черт побери, да он плевать хотел на наши порядочные пушки. Я так и знал, что нужно было больше вложиться в паладинов. Ах ты ж мерзость, даже не смей! Тебе придется за все ответить. Вам ответит только лишь смерть. Я говорил вам, что 146 это уже перебор. Он так тоже может? Черт побери! Теория темных тканей оказалась правдой. Зря мы не поверили результатам фантомного эксперимента. Плевать я хотел на твои трюки, они меня уже достали. Ты слишком много вякаешь для того, кого так легко сломать. Похоже, жирному настал капец. Жаль, его пушки против этого монстра нам бы помогли. Знаешь, а ведь ты прав. Что ты задумал? Нечто, о чем потом пожалею. Откуда появился этот барьер? Не помню, чтобы я его вызывал. А вы не звали нас, а мы приперлись. Я особо не рассчитываю на твою благодарность, хотя и отказываться не стану. Мне стоило догадаться. Тебе стоило догадаться не связываться с этим упырем, а добить его всеми силами, пока была возможность. Поэтому тебе придется заняться этим сейчас, в полевых условиях, пока мы заняты боем. Эй, с каких это пор ты стал мной командовать? С тех самых пор, как ты сел под мой барьер, который я могу отключить в любой момент, чтобы дать хаосу полакомиться жирненьким куском человечины. И что я, черт побери, должен по-твоему делать? Спешить ты должен, чувак, спешить. Барьер выдержит еще несколько атак, а потом все, хана тебе. Поэтому соберись и посмотри вокруг. Там наверняка полно металлолома, а у тебя всегда с собой полно инструментов.
Включи соображалку и хоть раз по-настоящему докажи, что ты действительно гений, коим себя считаешь. Ты слышишь меня, скотина? Я уничтожу тебя. И сделаю это стильно. Ты падешь так же, как падают твои надежды. Встретимся в аду, говнюк. Погляди, что я нашла тут неподалеку. Не поверишь, но я поймала сигнал бедствия от Эгмана. Что-то нехорошее происходит на острове Ангелов. Раз уж Шэдоу здесь нет, то нет смысла ждать его. Я думаю, что он вернулся на остров. Где проблемы, там и он. По крайней мере, слетаем туда и посмотрим с безопасного расстояния, что происходит. Ты со мной? Вот и отлично. Полезай в тачку и погнали. Тебя никто и никогда не полюбит, негодяй. У тебя никогда не будет ни семьи, ни детей. Видишь этого чувака, что прибыл из будущего? Это наш с тобой внук. Продолжение следует. Фу, что за фигня? На самом интересном месте. Отписываюсь. Похоже, мы прибыли. Вот это мы знатно так пролетели. Это еще что такое? Познакомься, Соник. Это теперь Хаос. Что, серьезно? Ты же говорил, что Теос уделал его из твоего арбалета. Поглощая изумруды Хаоса, он становился больше и сильнее. Похоже, он поглотил их все. Черт побери, тогда их надо у него отнять. Я люблю свою суперформу, она делает меня еще круче. Что ж, сомневаюсь, что он отдаст их тебе по доброй воле. Что дальше, Омега? Нам необходимо попасть к королевскому изумруду. Окей, один путь через кратер вулкана. Который находится прямо под мордой у этого огромного монстра, готового расплавить нас своим перегаром. А другой через Пескополис и туннельную сеть лавового рифа. Что есть очень долго и скучно. Неужели нету других способов пробраться туда? Ну, по-моему, есть пара тоннелей с той стороны вулкана. Можно попробовать найти их. Сможешь это сделать, Омега? Можно попробовать сканер плотности. Есть контакт. Я нашел несколько туннелей, которые позволят нам обойти Хаоса. Отлично, тогда спускаемся. Все чисто, пошли. Погоди минуту. Черт побери, я и не заметил, что просрал его. Я подобрал его, когда мы бежали от башни в 4-м секторе. Выдвигаемся, парни. Весь дворец затоплен. Это точно работа Хаоса. Смотрите, вон там алтарь. Правда, на нем есть что-то еще? Похоже, что Эгман построил вокруг него какую-то установку. Наверное, для управления силой королевского изумруда. Так давайте сломаем ее. Омега. Что такое? Я нашел Эгмана, и он весьма удачно стоит, совершенно незащищенный. Для болта-вершителя это шанс. Да, другого шанса может и не представиться. Разберись с ним, и затем мы разберемся с Хаосом. Ты что делаешь? Я пытаюсь покончить с одной нашей проблемой. А что ты делаешь? Ты пытался убить Эгмана? Да, и он был у меня на прицеле, пока не появился ты. Что на тебя нашло?
тебе не нужно убивать Эгмана. Это же не наш метод. Не ваш, зато мой метод. Я могу покончить с ним сейчас раз и навсегда. Ты действительно собираешься это сделать? Да, собираюсь, поэтому отвали от меня. Я не позволю тебе этого сделать. Что это все значит? Я не дам тебе убить Эгмана, Шэдоу. Вот что это значит. Ты серьезно? Он же твой враг, он мой враг. Мы можем положить конец этой угрозе раз и навсегда. Да, и что с того? Это не значит, что его можно убивать. Достаточно. Вот уж не думал, что ты способен перейти на его сторону. Не понимаю, почему ты его защищаешь? Потому что это Эгман. Всю жизнь мы с ним сражаемся. Я регулярно луплю его и держу себя в форме. И это весело. Я не хочу, чтобы ты забрал это у меня. Эгоистичный глупец. Я положу конец всем его козням. Прочь с дороги, или я отодвину тебя силой. Не бывать этому, Шэдоу. Не стоит, Соник. Вы это чего удумали? Не лучшее время, чтобы морду кулаками массировать. Этот идиот мешает мне разобраться с Эгманом. Эгман представляет угрозу для всего живого. Он должен быть уничтожен. Да вы, ребята, совсем рехнулись, что ли? Как же мы будем жить без Эгмана? В мире и спокойствии. Шэдоу и Омега против Соника? Чего это они там удумали? Да, на этом плато я действительно как на ладони. Они мне сейчас ничего не сделают. Но это отличный момент, чтобы избавиться от них. Это еще что такое? Боевой модуль активирован. Я остановлю вас. Слишком много роботов в последнее время не хотят сражаться со мной. Похоже, Сонику прислали подмогу. Омега, разберись с ним. Я возьму на себя ежа. Я что-то не замечаю, чтобы они убывали. Ты думаешь, у нас есть шанс? У нас нет, поэтому вся надежда теперь только на Эгмана и его вундервафли. Довериться Эгману? На тебя это не похоже. Что ж поделать, этот мерзавец заставил меня разрушить мою лабораторию в стартовом комплексе, оставив совершенно с пустыми руками. Я ничего не могу сделать. Нам остается надеяться только на то, что он подготовился к такому повороту событий и припас туза в рукаве. Ага, надеяться и постараться выжить во всем этом кошмаре, что происходит. Именно так. Поторопился бы он, а то я уже начинаю уставать. Каким же ироничным бывает этот мир. Ха-ха. У старика-работника всегда есть туз в рукаве. И один такой скоро будет здесь. Как ни странно, но я рад это слышать. Так ты еще и слушаешь меня, засранец. Как раз хотел спросить это у тебя. Тейлз, мне бы не помешало немного помощи на моем фронте. Сейчас подмогну. Девчонки, что вы тут делаете? Что вы тут делаете? Вы же мертвы. Эгману нужно приложить больше сил, чтобы убить нас. Ладно он, но вы-то как на это повелись? Ты хоть понимаешь, что мне пришлось пережить? Сколько слез выплакать, чтобы смириться со своей судьбой? Сколько трав пережрать, чтобы успокоиться? Воу, Эми, полегче. У нас были тяжелые времена. Мы слишком долго воевали с Эгманом и никак не могли его одолеть. Нам было нужно отступить и временно перегруппироваться. Где он? Мы его потеряли. То есть, как это? Он десантировался на остров во время нашего наступления. Больше мы его не видели. Значит, он еще жив. Я люблю этого мерзавца. Но когда я его встречу, то вышибу ему все мозги, что больше никогда не заставлял меня так страдать. Вот ты видишь причинно-следственную связь, Наклз? Нет. И я нет, а она есть.
Чем раскормили эту штуку, что она так расползлась по всему острову? Он сам отожрался изумрудами хаоса. Мы тут ни при чем. Что ж, по крайней мере, мы успели на вечеринку. Получи в глаз, пудель. Стой спокойно, демон. Ну все, ты меня достал. Патовая ситуация, да? Может быть, ты перестанешь истерить и успокоишься? Я не успокоюсь, пока Эгман не будет лежать на земле со стрелой в башке. Он должен ответить за все, что сделал. Шэдоу, пойми, что наша жизнь без Эгмана просто не будет жизнью. Мы с ним деремся, сколько знаем друг друга. И это то, как мы привыкли жить. Он постоянно совершенствуется, ищет новые способы убить нас. Но и этим он мотивирует нас совершенствоваться самим. Дело даже не в том, что мне доставляет постоянно пинать его, но в том, что он повлиял на наши жизни больше, чем кто-либо другой. Он сделал нас такими, какие мы есть теперь. Я доволен тем, какой я есть теперь. И без него наша жизнь просто потеряет смысл, понимаешь? Некому будет двигать нас вперед, некому будет подталкивать нас к развитию. Посмотри на себя. Из-за него тебе пришлось пройти через немало испытаний, многому научиться, многое познать, стать сильнее. Неужели ты за это хочешь ему отомстить? В какой-то степени ты прав. Эгман действительно очень сильно повлиял на наши жизни. Это он сделал нас такими. Он сделал меня таким. Да, ты прав. Именно за это я хочу ему отомстить. И никто и никогда не посмеет встать у меня на пути. Нет! Ты об этом пожалеешь! Ау! 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 Жалкие твари, вам не сравнится с моей силой. Единство в пустоте. Ты чего это? Эй, консерва! Тесновато будет вдвоем за одним укрытием. И что теперь? Он снова одержим хаосом. Спасибо, я заметил. Похоже, придется положить конец его страданиям. Стойте, это я. Ты... Все, Омега, с меня хватит. Теперь твоя болезнь доставляет нам слишком много проблем. Надо срочно ее решать. Да, подтверждаю, но из этого ничего не выйдет. Что это значит? Хаос стал сильнее, и его контроль надо мной тоже. У меня есть немного времени, прежде чем он вернется. Похоже, теперь мне стоит рассказать вам правду, пока еще есть возможность. О чем ты вообще? Теперь вы имеете право знать. Мы не из этого мира. Чего? Да, все это началось в нашем мире, в нашей временной линии, когда доктор Эгман нашел темную сущность, способную управлять временем. Пожиратель времени? Он самый.
Доктор создал для него энергетическую броню, сделав его непобедимым монстром. Тогда он и решил бросить Эгмана и пойти своим путем. Как любая хаотическая сущность стремится сеять хаос и разрушение по всему миру, Пожиратель начал уничтожать все и всех вокруг. Но он делал это необычным способом. Он уничтожал своих врагов в прошлом, полностью нейтрализуя их в настоящем, и это как-то насыщало его. Он и в самом деле Пожирал время. Такого врага было победить нелегко. Все обратились против него, но выжить удалось лишь единицам. Что ж, если я уже отошел от травы Касперского и это не мои глюки, то все встает на свои места. Значит, и та летающая штуковина на радарах тоже была реальной. Зря я бумера термичкой наказывал. И тем не менее, уничтожал в прошлом, нейтрализуя в настоящем. Разве такое возможно? Хотя, если так подумать... Нет, это так не сработает. Полный бред. Тем временем Пожиратель насытился своей временной энергией и временно потерял свои необычные способности. Жрать больше он не мог, однако и победить его все равно не удалось. Тогда доктор создал боевую машину, которая могла бы противостоять Пожирателю времени, любой темной сущности. Машину, вооруженную специальными технологиями. Он создал меня. Я сражался с Пожирателем времени и практически одолел его, но тогда он совершил невероятное. Он использовал все свои силы, чтобы повлиять на сам ход истории, создать ответвление от нашей временной линии, создать другой, параллельный мир, нераскверненный, искаженный, неправильный, наполненный парадоксами, аномалиями и прочей дрянью. Ваш мир. Он избежал сюда. Те из нас, кто выжил, последовали за ним, но пали один за другим. Вскоре он снова набрал силу и окончательно уничтожил нашу временную линию. Мы стали парадоксами, обреченными на скорую гибель. Так погиб наш Соник. Такая судьба ожидает и меня. Но вам удалось победить Пожирателя. Я предполагаю, что хаос поглотил его и стал могущественнее сам. Сейчас он представляет даже большую угрозу. Охренеть. Значит, все это правда? Тот я, который другой я, это все была правда? Я не наркоман! Не наркоман! Не наркоман! Но почему он сказал, что он из будущего, если он не из будущего? И почему ты не рассказал нам этого раньше? Мы считали представителей вашего мира неправильными нашими копиями. Считали, что истина будет слишком шокирующая для вас, что вы не поймете. Что ж, мы вас недооценили. Мне нелегко поверить во всю эту хрень, но это многое объясняет. Но раз ты специалист по уничтожению темных сущностей, то скажи, как нам уничтожить хаоса? Хаоса не уничтожить. Он слишком силен, а источник его жизни находится не здесь. Вы можете только ослабить его и заточить обратно в королевский изумруд. Мы? Ты не поможешь нам в этом? Не поможешь. Будешь служить хаосу. Не дождешься, тварь. Шэдоу, внутри меня находится ключ к вашему спасению. Используйте его. Омега, что это значит? Я перешел порог. Паразит во мне доставил больше проблем, чем я мог разрешить. Но больше ни он, ни я не побеспокоим вас. Удачи вам. Стой, Омега, что ты... Омега! Похоже, что с паразитом он все-таки разобрался. Ключ к вашему спасению. Что он имел в виду? Внутри него? Значит, нам надо будет его вскрыть, чтобы узнать это. Вскрыть? Ну да, вскрыть, взломать, раскурочить, расфигачить, выпотрошить и посмотреть, что он прячет у себя внутри. Я не могу этого сделать. Понимаю. Каким бы засранцем и говнюком ты ни был, ты умудрился завести друга. Я сделаю это. Только поосторожнее, ладно? Воу, кажется, я понял, что он имел в виду. Похоже на батарею. Из колец? Кажется, я видел что-то подобное у Эгмана, но он не довел технологию до конца.
Выглядит круто. Да, но мы не знаем, что с ней делать. Какая разница? Тейлз всегда говорю, на халяву и говно в хозяйстве пригодится. Тейлз. Он говорил, что энергия порядка способна наносить хороший урон темным сущностям. По всей видимости, Омега мог заряжать свои орудия этой энергией. В этом и заключалась его сила. Но что мы будем делать с этим сокровищем? Отнесем его Тейлзу. Может быть, он придумает, как его использовать. Хорошая идея. Попробуем найти его. Я вижу вдалеке какую-то заварушку. Он может быть там. Это еще что такое? Обалдеть! Звук этих турбин я узнаю из 1000!